Всем привет! И сегодня, как вы уже поняли, видео о путешествии, мини-путешествии на скутере Yamaha Vina, который я недавно приобрел. И вот решил поехать немного подальше, чем просто кататься по городу. И сразу скажу, еду я на Куйтунские столбы. Это не так далеко от города Ангарска, в котором я живу. Но сложность вообще всего этого заезда в том, что, во-первых, я недавно только купил скутер. У меня маленький опыт вождения на мототехнике. Плюс, во-вторых, я еще не знаю, как он себя поведет, потому что я катался только по городу и далеко не уезжал. Насколько он вообще выдерживает долгие дальние поездки, я абсолютно не знаю. Я не знаю, насколько вообще хватает бака с бензином, какой расход. Это что касаемо самого скутера. А что касаемо маршрута, я еду туда первый раз. Это по лесу, грубо говоря. Я смотрел несколько видео на ютубе, там прям джипингом занимаются. Месят мощные болота, и дорожка там так себе. Не знаю, как я проеду на скутере. На велосипедах туда ездят, на эндуро мотоциклах, но на скутере я, наверное, буду первый. И огромный вопрос, вообще доеду. Ну а по поводу местности, местность обещает быть красивой, это плюс. Но вот это Саватеевский лес, вот эта тайга, ее можно даже назвать тайгой, здесь нередко встречают медведей. Поэтому вот такие сложности нас могут поджидать на этом маршруте. Но едем мы прежде всего, конечно же, за эмоциями, за новыми какими-то впечатлениями, за красотой. И надеюсь, возможные трудности, они никак не подпортят впечатление. Очень хочется ехать, поэтому давайте поедем. Немного, если кто-то не видел, по обзору скутера, скутер Yamaha Vina. В багажничке у меня немного еды, здесь у меня немного бензина, потому что я, как я уже говорил, не знаю, насколько экономично будет эта поездка. Вот заправил полный бак, но вот решил подстраховаться. Как только бак кончится, заливаю канистру и еду обратно, если что. В общем, не будем терять время, поедем. Пора наслаждаться осенней красотой. Доехали до села Саватеевка, как мы видим. Ему уже больше 350 лет. И это одно из, так сказать, старинных сел, районов, в котором я живу. И такая хорошая, называемая деревня, но имеет статус села. Ну, по крайней мере, на стеле. Не знаю сейчас, как юридически. Знаем, что разный статус деревня и село. В общем, классная деревня, красивая. Особенно вот этот коридор, который мы сейчас проезжали из деревьев такой. Всегда встречает на въезде в Саватеевку. Солнышко такое, блин, прям щуриться заставляет. Вот этот коридор, он прекрасен летом, зимой, когда деревья облеплены белым снегом, такой вот, тоже арка такая Саватеевская ее называют. Но осенью, мне кажется, максимально крутой вид. Сейчас именно из Саватеевки двинемся к селу, деревне, вернее, Куйтун, а от Куйтуна уже на Куйтунские столбы, на Скальники. А вот сейчас надо в навигаторе посмотреть маршрут, потому что когда ехать до Саватеевки, конечно же, я знаю, а как дальше ехать, придется смотреть уже по навигаторам. И вот долгожданная грунтовка. Сейчас-то и начнется тот самый настоящий туринг, джипинг на скутеры. По булыжникам, по грязи, по песку, по пересеченке. Ослабился вот этот винтик. Еду, слышу, что дребезжит. До багажника. Думаю, ну все, капец, что. Где мне взять шестигранник? Я же его не брал с собой. Ну, смотрите. Ключик от гаража.
Отлично затягивает. Сейчас должно быть четко. Смешно, наверное, смотрюсь, но не хочу снимать шлем, потому что здесь что-то мух каких-то, мошки, вот прям вообще дофигища. Но поделиться впечатлениями хочется. Вот слез с мопеда. Ой, какая же красота. Какой же, как же классно. Осень в Сибири. Да вообще, в принципе, осень, она имеет такое свойство. Но вот Сибирь, она окрашивает особенным каким-то таким шармом, прям красотой, и хочется вот прям вглубь, и чем дальше едешь от цивилизации, тем все вот видишь эту нетронутую природу, красиво. Даже как-то нарушать покой вот этот тарахтением мопеда неудобно в какой-то степени, но вот само ощущение путешествия на скутере, конечно, это вот самая дорога, я еду, я ее вспоминаю, я ее проезжал пару лет назад, примерно в это же время. И, конечно же, ощущение от дороги совершенно другое. Тут, как мы видим, практически весь маршрут, половина, вернее, его маршрута, оно в горку, каменистое. И понятное дело, что на велосипеде хороший темп держать по такой дороге очень сложно. А на скутере ты едешь 30-40 км в час, преодолеваешь это все и физически ни капли не устаешь, и у тебя все силы сосредоточены, все внимание на вот окружающее, на окружающую красоту. Вот все внимание только туда. Ну и, конечно же, время, как я уже говорил, один из выигрышных моментов в путешествии на скутере. А вот сидит какая-то птичка. Я поеду, я ее спугну. Этих бурундуков я тут вижу, которые под колесами пробегают, просто уже со счету сбился. Красиво, классно. Отдыхаешь. Вот прям супер. Поедем дальше. Скоро уже будет поворот на Куйтун. А там уже и до Скальников недалеко будет. Встретил сейчас двух дедушек на квадроциклах. Долго удивлялись, как я на такой технике вообще по таким дорогам тут катаюсь, как по лужам проезжаю. Но вы сами видели, как я проезжаю, сами видели, как я по этим камням, валунам качу. Винчик выводит нормально. Распогодилось, прям жарко. Флиску снял, остался в одной куртке. Прям вообще одно удовольствие. Даже если не доеду до этих Скальников, уже оно того стоило прокатиться по этому лесу. Просто посмотрите. Это же невероятно. Листья шелестят, шумят на ветерку. И винчик тарахтит. Сейчас не тарахтит. Пусть тоже маленько отдохнет. В горку тащит меня. Молодец. Осталось чуть-чуть.
Миша? Это сестра твоя? У меня имя. Короче, встал я вот перед такой лужей и в серьезных раздумьях. Связь здесь не ловит, и навигатор перестал адекватно показывать маршрут. Можно только чисто так по загруженной карте. То есть посмотреть дорога, куда идет, но маршрут не строит из-за отсутствия интернета. Не знаю, что делать. Рискнуть, наугад поехать и зато дойти до цели. Или развернуться и поехать на Шаманку. Известная тропа, известная дорога, известный маршрут. И потом по асфальту вернуться домой. Решение 5 секунд. 5 секунд прошло. Надо ехать. Едем туда. Короче, как проехать эту лужу, я понятия не имею. Она, мне кажется, очень глубокой. Скорее всего, так и есть. Хотел здесь прокатиться. Но здесь... Сюда мопед не закачу, по луже тоже как-то боязно. В объезд тоже понятия не имею, как это все провернуть. Потому что видно, доски навалены, потому что здесь, скорее всего, застревает техника периодически. Так, здесь что у нас? Ну, блин, здесь такой бугор. И вот так полями. Что-то как-то очково. Бессильный бугор, я не закачу мопед. Надрываться, конечно, закидывать можно. Но тоже не вариант. Ё-моё. А я, кстати говоря, вообще на мосту стою. На фоточку сделать. Короче, походу придется ехать на Шаманочку. Тут завязнешь. Там грязюка. А если там еще такие лужи, и вся езда будет сплошное преодоление.
Да, вот эти лужи прям, я не знаю, что делать-то. На велосипеде как бы вообще было бы одно удовольствие. По этому полю там тоже какие-то кочки, почки. Это же потом еще возвращаться. Да. Дилемма. Еще и связи нет, непонятно, сколько там по времени придется еще катить. Катить. Походу придется на шаманку ехать. Печально сдаваться, конечно. Вроде не такие страшные лужи, но, блин, уронить мопед туда, застрять вообще не хочется. Самое главное, неизвестно, сколько до туда еще ехать-то. Ну, километров 9, когда я смотрел в городе. Ну, блин, все зависит от дороги, смотря какая дорога. Если не очень, то это можно реально встрять еще часа на 2. А время-то уже почти 3, да? Да, 3 часа. Ладно, поедем на шаманку. Не хочется по лесу потом по темноте гонять. И пусть я не добрался до намеченной цели, до Куйтунских столбов, до этого скальника, все-таки хочу вам показать то, что бы я мог увидеть, если бы все-таки туда добрался. Я уверен, в следующий раз обязательно до сюда доедем. Подготовимся, наберемся смелости и доедем. А сейчас мчим в шаманку. Иногда очень полезно смотреть по зеркалам. Случайно увидел в зеркало, что что-то отлетело. Прижимная гайка оторвалась. В принципе, делается, но данная трясучка, данная дорога показала качество. Флягу заказывал отдельно, крепление отдельно. Подешевле, чем той фирмы, которая заказывал флягу. Вот подешевле показала. Держится. Но в общем, дорога показывает, кто есть кто. Едем дальше. Приезжаем в деревню Шаманка. Основное мое опасение, что я не смогу на мост заехать на скутере. Мост пешеходный. Вообще есть вариант на пароме переправиться, потому что там река.
Кажется, сейчас поплывем на пароме. Первый раз на мопеде на пароме. Класс. Куда? На ту сторону. Там мост есть, катай там. Можно здесь? Там вода, переедешь, Ну, где вода? там вода с той стороны. А я не знаю, что. Так не проведу. Ну, если проведешь, не утопишь, не без разницы. Алло. Привет. Все норм. Шаманки. Да вот ждал паром. Ждал паром. А, еще и на пароме? Угу. Тем более можно было отправить вас штаб. Ну, фотал, снимал. Ты откуда стартуешь? Сангар? Приехал. Сангарска, да? С Ангарска? Ничего себе. А какого года этот аппарат? 2004. Это Юмаха, да? Угу. 50 кубиков? Ну. Прикольно. Сделано так кругло, все красиво. Там это, ножки мочить будешь. Да? Не знаю, может проедешь там. А у него сколько это, там? воздушок-то где? Снизу тоже хапает, да? Ну да. Как обычно у всех. Где он забирает? Оттуда же сзади. Угу. Там, блядь, этот ему. А сколько там глубина? Ну, там вот так, наверное, где-то глубины, блядь. Вот это. А то пойдешь потом. Покатишь. Да. Ну, обратно поплывем. Обратно не берем. Ну и туда. Давно брал? Да нет, вот летом купил, катаюсь. Это ты с самого Ангарска до него Мгм. да? А сейчас куда? Ну, обратно. Обратно через Ну, Иркутск? ну. Через объездную, да? Ну, Ну и что, доливал уже в бак? нет еще. Нет еще? А сколько километров не засекал до сюда? От Ангарска отъехал? 90. Ну что уже, Да. ничего себе. Ну и туда сейчас по 90 будешь ехать. Угу. Идут асфальт уже тихонько. Ну, да. Не проеду. Там мост есть, можешь по мосту прокатить. А там я проеду? По мосту закатишь, прокатишь. Да? Туда вставай.
Здравствуйте. Сашка, здравствуйте. Можете помочь закатить мопед Люхина, на мост? говорит, я, говорит, Не знаю, правда, как. А? Что, назад его? Нет. Получится? Не знаю, залазишь. Просто падает на тебя. Да это, держи. Лучше бы назад не уехал. Ой, спасибо. Спасибо большое. Короче, попытка с мостом тоже чуть фейлом не оказалась. Жесть. Спасибо мужчине. Помог закатить. Это минусы, конечно. По сравнению с велосипедом. А что так идете, не ездите? Тряханет? Ну, чтобы никого не пугать. Вот сейчас точно нужен перекус. Я изрядно проголодался. В общем, что хочу сказать. Путешествовать надо. Пусть это мини-путешествие. Но оно дает такое, знаете, и общение с людьми разными. Обращение к чужим людям за помощью. Это тоже своего рода навык определенный. Лично я очень стеснительный человек. И подобные вещи для меня не так легки, как для кого-нибудь, может быть. Погода прекрасная. Отличная. Сейчас перекусим и поедем домой, уже по асфальту. В общем, покушали. Будем собираться. Проехал около 90 километров сейчас. По бензину чуть меньше полбака. Это на 90 километров с учетом, что была тяжелая дорога, много в гору, по камням, по грязям. Я думаю, что это неплохо. Это прям вообще даже неплохо. Даже если просто 90 километров на полбака, то есть 180 на полный бак, это в принципе то, что мне подходит. До дома осталось около 70 километров, 77 примерно с копейками. Цепляем камеру на грудь и едем. Интересно, сколько хватит бака, не хватит. Если 90 плюс 70, это 160. В принципе, будет нормально. Едем дальше.
Да, я не добрался до туда, куда планировал изначально, но это не так страшно. Именно такие поездки пробуждают во мне дух приключений. Мы забываем, что в любой точке мира есть интересные места, которые можно исследовать даже далеко не уезжая. Иногда достаточно просто выйти за дверь, чтобы найти что-то уникальное. Что касается меня, то мне нужно найти цель или выбрать точку назначения и назначить себе конкретный день, когда я собираюсь это сделать. Я призываю вас сделать то же самое. Найти что-то новое, что вы хотите исследовать, и воплотить это в жизнь. Нас повсюду окружают приключения. Ну а вы знаете, что делать, если это видео вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео. Всем пока!